Сегодняшнее утро начинается с благодарности. Утро доброе. Кто следит за эпопеей моих документов? Документ номер N какой-нибудь 31. Называется карта d'identità. Я назначила встречу на этот документ 8 недель назад. И вот сейчас на 11 часов, с 11 до 11:20 они мне выдают время на эту карту d'identità. Зачем она мне нужна, я пока еще не понимаю. Пока у меня еще никто не спрашивал, но сказали, если ты будешь покупать квартиру, вот тогда вот ты вспомнишь, что надо было сделать. В общем, иду я в коммуну. Пожелайте мне удачи. Спасибо. Коммуна. Подалась я на документ. Единственное, там был такой вопрос, я его абсолютно никак не ожидала, и поэтому, когда мне его озвучили, я так остолбенела. В случае моей смерти могу ли я передать свои органы? Я, честно говоря, я просто сразу играться. Я просто не сразу поняла, в чем дело. И когда я поняла, в чем вопрос, знаете, просто, когда человек мертв, какая ему разница? Но я не была готова к такому вопросу, поэтому она, судя по моей реакции, сказала, что, она же такая сонная, в такую рань проснулась для меня. Просто судя по моей реакции, она сказала, что давайте пока поставим нет, если что, вы потом лично это все измените онлайн. Мне надо об этом подумать, я об этом прям задумалась. Я вообще не была к такому готова, такого никогда не слышала. По-человечески, конечно, надо сказать, наверное, да. Я не знаю, это такой глубокий вопрос психологический. Я к этому готова не была. Я вообще, конечно, понимаю, что я такой страшный сов, и вообще день у меня, мне, конечно, я думаю позитивно, у меня позитивные мысли, но при этом у меня трудоспособность, не знаю. Я ночью люблю творить, я и монтаж видео делаю ночью, и сценарии ко мне приходят ночью. Я сижу, это все записываю ночью. Но днем, я не знаю, я сегодня проснулась относительно рано. Я сделала йогу, я сделала маски для лица, несколько штук, потому что мне надо было на важную встречу. Я уже выпила 2 кофе, я уже съела бриошь, я какая-то все равно, я сижу, думаю, есть люди, солнышки, они просыпаются с утра, и они такие трудоспособны. В принципе, наверное, 86% как раз таких людей меня смотрят, потому что совых относительно немного. Но я сова. Я люблю день, я им восхищаюсь, но я творю ночью. Сколько здесь таких, как я? Пишите мне в комментариях. Привет от совы. Сейчас вам покажу центральную площадь, город Пинерола. Пух летает вообще. Я приехала из зоны Марки, там нету пуха, там вообще это центральная Италия приехала, возле моря была. И я приехала в Пьемонте, это у нас север, и здесь, во-первых, жарче, на градуса 3-4, и пух летает. Сегодня у нас май, Евровидение сейчас идет, 12 мая. А вот эти торты с вишенками, это визитная карточка Пинерола. Хочу показать, где я остановилась. Это замечательная кофейня Феррот. Здесь прекрасные десерты и вкусный горячий шоколад. И вот прямо отсюда я сейчас пройду в место, где я живу. Я заблудилась. Вот моя резиденция. Но я на мансардном, 5-й этаж. Этот ворон меня ночью пугал. И, соответственно, покажу вам номер. Это апартаменты. Отель-апартаменты. Все, конечно, хорошо, но сумки было тянуть на 5-й этаж без лифта еще до состязания. Ночью. Такие еще дорожки.
Сейчас я вам покажу дополнительный выход. Здесь два выхода. Один выходит в кафе и на центральную площадь, и второй выходит на парковку и на другую сторону улицы. Там лестница, тут лестница. В общем, такие колоритные итальянские лесенки. Вот, смотрите, куда я вышла. Другая сторона улицы. Residence Road. Ну и вот, соответственно, этот вход. Это другая сторона Пинарола. Ее единственная многоэтажка, построенная Муссолини. Немного пинарольского колорита. Люблю здесь прогуливаться и размышлять. Время обеда. Мы пришли в одну любимую нашу кафешку, домашнюю. Здесь семья заведует. Смотрите, здесь очень домашние цены. Полное меню 10 евро. То есть идет первое блюдо, второе блюдо. За сладости надо отдельно доплачивать. Ну и кофе, соответственно. Тортеллини ал рагу. Конформаджо. Бистек капоната. Или же ее называют миланезе. Хочу поделиться с вами моими любимыми винами, которые я привезла в зону Пьемонте. Как сувенир, вот Пассерина. Пассерина — это у нас зона Марке. Монтепульчано d'Abruzzo. Это очень хороший сорт вина. То есть регион Амбруццо. И это кофе, кафе Маринайо. То есть это кафе моряков. Чтобы согреться, они делали кофе с таким анистом, как самбука. Его надо разогревать, очень вкусно. Ну и вот рум-баба, это ромовая баба, они такие маленькие, все в роме. Это, если я не ошибаюсь, наполитанская сладость. И плавно переходим к моему туринскому опыту на Евровидении. Моя попытка попасть в Евровилледж не увенчалась успехом, так как еще за 3 часа до представления не закрыли вход и больше не впускали людей. Люди, которые, соответственно, стояли и ждали очереди по несколько часов, никуда не хотели уходить. Надеялись, что после нескольких первых песен народ начнет выходить и нас начнут запускать, но этого не произошло. Было жарко, липко, пахло людьми, которым жарко и липко. Это все вперемешку с запахом пива. Некоторые умудрялись даже курить в толпе. Было много обмороков. Людей выносили на руках. Сейчас девушка спросила этого человека, который постоянно говорит на итальянском языке, почему он не говорит на английском. А он ее спросил: а ты в Италии, почему ты не говоришь на итальянском? Вот немного шовинизма итальянского «привет». Вот так и слушали своих исполнителей с телефона в толпе. Каждой страной по очереди, поддерживая друг друга. Познакомилась с нашими девочками, которые ехали 8 часов на поезде из Швейцарии и тоже не попали вовнутрь. Зато познакомились. Хорошие девчата, рада знакомству. Я вас слухаю. 8 годин їхали до Туріну. 8 годин з Швейцарії їхали в Турин, щоб під мусоркою дивитися пряму трансляцію. І слухати. E ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherei per andar via, accetterei. Короче, так мы никуда и не пробрались. Я пришла в 6 часов вечера, стояла в очереди. Я, честно говоря, не помню, такая толкучка, людей просто выносили на руках, и многие теряли сознание. И не пустили, знаете, такая дурацкая система. Ну, там, то есть надо, чтобы 4000 человек вышло, и потом 4 зашло. Но в итоге тут даже сейчас 2000 человек не наберется, нас никуда не впустили. В общем, вот так вот мы проводим. Тоже интересно. Девочки, как вам? Девчата, як вам Євробачення? Як? Ми нічого не побачили, нічого не почули, нас не пустили. Їхали 8 годин і щоб
просто поцілувати палатку. Тепер сидіть на полу возле мусорки. Ну, хоч познайомились. Ну Так да. би я одна сиділа, а ви вдвох. Знай наш. Знаю наш, сидим вот это зараз утром. Короче, еще говорят, что в Украине, потому что они были на украинском Евровидении, говорят, что все было дуже добре, все было отлично. Організація на вищому рівні. А тут Італія, Європа. Короче, не був готовий Турін до цього, не був. Ну, еще, конечно, очень обрадовало и затронуло до глубины души то, что Калуш обратился со сцены и попросил помочь Мариуполю и помочь Азовстали. Это было очень сильно. Сейчас, конечно, посмотрим, как на это в итоге среагируют, потому что, насколько я понимаю, ему нельзя было этого делать. Ну, попри все, зробив, що треба. Дякуємо. Идем голосовать. Точно на Сидим. цьому місці. Италия, нельзя так готовиться к международным конкурсам, нельзя. Не, ну я, чесно кажучи, впевнена, зараз всі поїдуть до нас поїдуть. Я как бы там ще я впевнена. Сейчас буде. Радость того, что смогла разделить счастье победы с украинцами в Турине, великолепное воспоминание на всю жизнь. Победы нас! Ребята, давайте все вместе сфоткаемся. В общем, все рады, в машинах нам улыбаются, нашему флагу все улыбаются. А я девочкам показываю ночной Турин. Турин мистический, я это уже сказала, да? Здесь много черной и белой энергии. Эта река называется По. Там идет центральная набережная, немного туда будет. В общем, подивіться, як гуляє Турин. Просто. Людей тьма тьмуща. Я девочкам сейчас провожу ночную экскурсию. Они, конечно, удивились. Говорят: Лер, мы бы этого всего вообще не видели. Какой красивый город. Я говорю: да, город Турин – это столица Северной Италии. Турин же раньше был столицей Италии какое-то время. Но он красивенный. И очень мистический, и очень романтический.